Истории инки из Лапландии. Сага о Гуавсахас. Часть 2. Тулико и Инка отправились в путь. Север молчал, как древний страж великой тайны. Зеркальные горы поднимались над горизонтом, сверкая в лунном сиянии, словно острые осколки небесного льда. Ветры выли, предупреждая путников, но огненная лисица освещала дорогу своим хвостом. Каждая искра ее пламени рассыпалась по снегу звездной пылью. Инка шла рядом, прижимая к груди солнечный камень, священную реликвию своего рода. Камень согревал ее. В его глубине хранилось дыхание самого солнца. Это тепло защищало шаманку от холода и от сонного шепота северной стужи. Чем выше они поднимались, тем тише становился мир. Сначала стих ветер, потом замерли снежные вихри. Даже звезды, казалось, остановили свой ход, прислушиваясь. Воздух стал прозрачным, как хрусталь, и само время будто замедлило шаг. И тогда на вершине самой высокой горы они увидели его, хозяина зимнего света. Над горизонтом в серебристых облаках возвышалось огромное лицо Деда Мороза. Белоснежная борода не спадала, словно снежная река, а глаза, глубокие и добрые, сияли, как отражение полярных звезд. Он был частью самой природы, дыханием метели, шепотом вьюги, тихим светом зимнего солнца. Вокруг него медленно кружились снежинки, каждая со своим узором. От него веяло древней силой, спокойной, доброй и величественной, как сама вечность севера. «Великий владыка зимних ветров, мы пришли за твоей помощью. Ведьма севера Яхьямара заключила Гуавсахас в ледяные оковы». Инка шагнула вперед и крепче прижала к груди солнечный камень, который согревал ее в пути. «Без тебя нам не справиться, хозяин зимнего света. Сердце Яхьямара холоднее самой бездны». «Я ждал вас, тебя, Тулико, дитя огня, и тебя, Инка, дитя земли и неба. Ледяное сердце Яхьямара крепнет с каждым мгновением. Она черпает свою темную мощь из самого ядра вечного холода, и противостоять ей будет нелегко. Вам понадобится мой волшебный посох». Он глубоко вдохнул и подул. Воздух задрожал, засверкал снежинками, и из ледяного сияния возник прекрасный посох. Один его конец переливался мягким голубым светом, словно осколок застывшего вечного льда. Другой пылал теплым, живым, золотым пламенем. «В тебе, Тулико, пылает огонь, что зажигает искру надежды даже в самой темной ночи. А ты, шаманка Инка, хранительница древней мудрости, вы способны противостоять Яхьямара. Это посох севера. В нем переплелись две стихии — вечный холод и живое тепло,
соединенные в равновесии. В нем сила, способная разрушить любое проклятие и освободить северное сияние из плена. Мы примем этот дар с благодарностью, владыка Зим, сказала Инка. Помните, истинная сила света рождается не в посохе, а в сердце, сказал Мороз и улыбнулся. Тулика подняла взгляд. Значит, ты не пойдешь с нами, хозяин света? Я всегда рядом. Вы найдете меня в каждом луче, что пронзает тьму, ответил Мороз. Ветер стих. Где-то вдалеке запела хозяйка северного света, сова Хьягаска. Ее крик звенел, как серебряный колокольчик безмолвной ночи. Инка поклонилась. «Благодарим тебя, хозяин света!» Мороз кивнул. Он подул еще раз, и из снежного вихря возникла Кирежа. Садитесь в нее, дети севера. Она донесет вас до владения Хьямара, сказал он. Инка и Тулика поднялись в Кирежу. И в тот миг, когда они обернулись, чтобы поблагодарить Мороза еще раз, его уже не было. Лишь снежный вихрь кружился над горой, и в нем сверкал отблеск голубого света. Кирежа, ладья из чистого льда, поднялась над вершинами, скользя в морозном воздухе. На переднем крае стояла Тулико, ее хвост мерцал мягким золотым пламенем, указывая путь. Инка держала посох, и от него струился живой теплый свет, как дыхание маленького солнца под снегом. Я чувствую, как холод растет, воздух тяжелеет. Это ее дыхание. Яхьямара рядом, сказала лисица. Инка лишь кивнула. Под ними открывались острые ледяные горы. В их прозрачных глубинах шевелились тени, древние духи стражи. Они поднимали пустые взгляды и следили за Кирежей так, будто узнали ее, но не могли вспомнить почему. Они ее стражи, те, кого Яхьямара лишила имен и памяти, сказала Тулико. Инка прижала руку к солнечному камню на груди. «Я верну им память. Всем!» Кирежа мчалась сквозь снежные вихри, и каждый ее взмах поднимал в небо россыпи искрящего инея. И вот впереди, словно выросшая из дыхания самой зимы, возвышалась ледяная крепость Яхьямара. Стены крепости из сияющего льда казались высеченными из голубых сапфиров. Каждая башня устремлялась в темное небо, подобно клыкам, что вонзаются в облака. Внутри логова тускло билось голубое свечение, исходящее из недр крепости. Тот самый магический свет, что питал Яхьямара. Главные врата, массивные и мерцающие, стояли как предостережение, что здесь начиналось царство вечного холода. Яхьямара — древний дух стужи, воплощение неумолимого ледяного ужаса. Она повелевала метелями, превращая любое тепло в иней и лед. Стены ее крепости были украшены тенями тех, кто осмелился бросить вызов ее вечной зиме. Это было место, где даже свет звезд становился холодным, а каждый шаг по снегу звучал как предупреждение, что ты вошел на земли, подвластные лишь духу забвения и мороза. Когда Кирежа приблизилась, даже ветер умолк, словно он не смел ступить на территорию Яхьямара без приглашения.
И тогда Инка увидела главное. Рядом с крепостью возвышалась ледяная прозрачная гора, внутри которой мерцало мягкое, живое, но скованное сияние Гуавсахас. Оно вспыхивало и гасло, как птица, бьющаяся в стекло. Инка поднялась, держа посох перед собой. «Пришло время, Тулико!» Лисица повернула голову, и огонь в ее глазах вспыхнул. «Тогда несем свет туда, где живет тьма. Она уже смотрит. Пусть смотрит. Сияние не склоняет голову перед тьмой.